Вы от меня что-то ждете, да? Короче, ребят, Flexstone D10S. Хороший, тяжелый, если оценивать по весу проектора. Не, на самом деле интересный проектор. Это логическое продолжение Flexstone D9W Ultra. И именно эта моделька идет на одном из очень классных топовых процессоров High Silicon, про который мы поговорим попозже, 8-ядерным, с Mali G52, еще и с хорошей формулой памяти 3 на 128. И все это еще и в паре правильной реализации работы процессора, там, где есть поддержка MEMS, то есть есть уплавнялка, реально работающая, наконец-то. И плюс есть поддержка HDR. И все это, знаете, так упаковано под соусом поддержки дополнительной HDMI ARC для подключения, например, к HDMI ваших ресиверов, либо, не либо, а еще и HDMI цик для управления одним пультом, либо там еще некоторые плюшки через него реализуются. Те, кто знают, те знают. 4000 ANSI люмен яркость, при этом это действительно ярко. Очень ярко. То есть мы тестировали при 50% освещения помещения, и нам не то, что хватало, просто вообще отлично было. И это тот, скажем так, проектор, которому абсолютно нафиг не нужен ТВ-бокс, либо компьютер, потому что он справляется со всем тем, что ему можно скормить. То есть с внешнего устройства, у него, кстати, смотрите, у него сзади вот можно подключить две USB-шечки, один HDMI-чик, LAN J45. Здесь у нас, смотрите, спереди камеры автофокуса и автокейстоуна. Мало того, есть еще обход препятствий, есть вписание в экран. И вот один из тех проекторов, опять же, у которых обход препятствий и вписание в экран и 6D кейстоун работают правильно. Во-первых, быстро, очень быстро, то есть он там оп, и все, и включилось. А во-вторых, правильно. То есть геометрия правильная. Не так, что ты потом берешь и начинаешь эти 4 точки там гонять по углам. Нет, все это здесь действительно срабатывает. Заявляют про 15-й Android, но тут немножечко китайцы поднадурили, именно обманули. Android 12 внутри, мы через AIDA достали номер, версии, покажем вам обязательно в обзоре. То есть здесь 12-й Android, ну есть как есть. А вот насчет звука, 3 динамика, еще и басовая диафрагма по ходу есть, и очень это неплохо работает, я вам скажу так, достаточно хороший звук, такого среднебюджетный, хороший, стабильный телевизор какой-нибудь брендовый, потому что звучок действительно прикольный. Пульт самый простой Flexstone, можно регулировать кроме автофокуса мануальный фокус, но я вам скажу еще один такой момент. Тут и Bluetooth есть, голосовой опции не хватает. Кстати, Bluetooth, здесь знаете, что это значит? Это не Bluetooth, это Bluetooth-колонка, чтобы вы понимали. Bluetooth-колонка есть. Сам по себе пульт инфракрасный, не хватает голосового поиска абсолютно, потому что, ну извините меня, там в ютубчике оно прям просит голосовой поиск. Хотя YouTube, кстати, тягает HDR, 4К, 60 Гц. И при том, что сам производитель не знает о некоторых опциях и даже про них не заявляет. Но он спокойно тягает 1080p 120 Гц. Это очень важно при подключении, например, игровых каких-то устройств по типу PlayStation либо Xbox, при том, что здесь действительно небольшая задержка. Поиграть можно. Я не скажу, что это игровой проектор. Игровой проектор это обычно отключены все постобработки изображения и фигачить напрямую изображение. Да, там вы можете играть совсем с минимальной задержкой. Этот проектор просто мультимедиа проектор, но на котором можно поиграть. Все ничего, все классно. Цена чуть-чуть такая, знаете, для китайского LCD проектора, да, который хотя и может там 300 дюймов каких-то давать, ничего себе, да, при его-то яркости он запросто может. Но тут, знаете, уже такая цена чуть-чуть интересная. При этом вот очень прельщает то, что на внутреннем плеере можно калибровать проектор. Ну, при том, что он приехал уже изначально правильно откалиброванный. Я чуть-чуть докалибровал под свой глаз, а вообще так очень отлично все работает. Сейчас мы с вами пойдем. Распаковки не будет, я вам показал, в принципе, тут в комплекте есть еще HDMI, тряпочка для протирки и больше ничего. И вот такая вот крышечка для линзы. Больше нечего нам здесь смотреть, поэтому переходим с вами, посмотрим, сколько он стоит, потестируем, а потом вернемся на выводы.
Стоит он $369. И, конечно же, можно купить дешевле с нашим промокодом. И есть он там с экранами, даже его со стойками для крепления предлагают. Но мы сейчас не про это. Смотрим, что они заявляются перед тем, как идем тестировать. Из хайлайтов, ну здесь даже есть сравнение с D9 Ultra. А тут у нас пошло, это у них флагман. 4000 ANSI плюс 4К декодинг. И у нас, давайте так, разницу сразу смотрим с D9 Ultra. 4000 ANSI люмен яркость, это очень ярко, он действительно яркий. У него матрица 5-дюймовая, у него HDMI 2.1, поддерживает MEMS уплавнялку, мы это подтверждаем. 3 на 128 подтверждаем, очень низкая задержка подтверждаем. 36 тысяч к 1 контраст, очень неплохо. Android 15. Какого хрена вы врете? Смотрите, я вам скриншот с видеосъемки. Там стоит Android 12. Android 12 с API левелом 31, это чистый Android 12. Хорошо, 12-ваттные 3 спикера, тут вообще по звуку вопросов нет. Как хороший бюджет, такой хороший телевизор, звучит он однозначно, даже как Bluetooth колоночка работает. А вот то, что прикольно, то, что здесь стоит High Silicon процессор 3751 V660, чтобы вы понимали, это Cortex A55, 8 ядер по 1,4 ГГц, по 1,5 фактически, на G52 ускорителе. И что самое интересное, это тот процессор, который ставится обычно в телевизоры, в проекторы, и он действительно это топовый. Обычно там ставят какие-то дешевые проекторы, там High Silicon V200. Там просто какая-то жуть, оно не работает. И они даже здесь не дописали, но он может принимать сигнал и декодирует не 4К 60 Гц HDR, а он может еще 100 Гц, 1080p 120 Гц. Для плойки вообще идеально. Поддержка HDR, поддержка AC3, ARC можно подключить ресивер, HDMI цик, автоматическая коррекция, конечно же закрытая оптическая система, ну и чистая матрица, физическое разрешение 1080p, автоматический 6D Keystone. Очень неплох, очень ярок. Сейчас перейдем с вами смотреть, при том, что он калибруется на внутреннем плеере. У него есть игровой режим, ему абсолютно не нужны, он не нуждается ни в каких внешних устройствах. То есть у нас получается он на HDR, пожалуйста, все отлично декодирует. Даже HDR 10+. С MEMS вообще отлично. Ну насчет 15-го андроида просто тупо наврали. Ладно, хорошо, ребят, вот фокусное расстояние до 8,5 метров, 300 дюймов спокойно сделать, с такой яркостью спокойно. И минимальный у нас 50 дюймов, 1,5 метра. Поддержка 5G есть кастинг различный и действительно неплохой звучок есть. Хорошо, переходим и делаем тесты. Ну, смотрите. Менюшка. Работает все очень-очень быстро, все плавно. Внизу можно кастомизировать, добавлять кнопочки. Тут как бы выбрать любое приложение. И это все дело хорошо, очень классно все выглядит. Смотрите, AIDA 64. Сразу кидается в глаза 3 гигабайт оперативной памяти. Это очень хорошо. Еще и на 128. Да ладно. Центральный процессор 8-ядерный. Cortex A55 по 1450 МГц. Мало того, здесь у нас за отображение отвечает Mali G52. Сеть у нас имеет Connect 229 мегабит. Ну это мы сейчас проверим по факту. Батареи, конечно же, нет. И есть у нас доступ к температурам, но с активным охлаждением нет обычно проблем у нас на проекторах с температурой. И этим всем обусловлено вот это вот именно его быстродействие, его красота в том, как он работает. Здесь у меня вообще вопросов нет. Давайте пойдем в настройки. Беспроводные сети есть у нас, подключение Bluetooth, источник сигнала мы можем выбрать при запуске, какой источник сигнала использовать. Настройки источника сигнала у нас есть поддержка HDMI цик и ARC, то есть сюда можно подключать тот же самый, например, аудио-видео-ресивер. По проекции, тут действительно все прикольно. Смотрите, автофокус, автоматическая трапеция, при этом все правильно работает, он действительно делает правильную трапецию. Есть масштабирование изображения, есть у нас, смотрите, автоматический обход препятствий, ну вы сейчас видите видео, как мы просто-напросто ставим осветитель, он обходит препятствия, вообще без проблем. И автоматическое выравнивание горизонта.
В общем-то, очень прикольно все тоже сделано и действительно в автоматическом режиме правильно работает. А вот тут вот самая классная тема. Есть HDR, есть MEMS. MEMS это уплавнялка, есть у нас выбор источника света, есть HDR, есть у нас яркий, общий. Ну, давайте на автоматическом поставим, потому что должен автоматический HDR работать. У нас тут есть один нюанс, будем потом пробовать. По звуку есть у нас различные настройки режима звука, при этом есть вариант пользовательского звука, да, настройка. И, кстати, в изображениях у нас еще вот в режимах изображения в пользовательском, но это потом уже можем настроить, яркость, цветовая температура, контраст, насыщенность. То есть мы можем в режиме реального времени с вами менять и немножечко просто-напросто калибровать проектор. Кстати, HDR постоянно отключается, то есть нужно либо включить постоянно источник света HDR, давайте включим, и попробуем включить, почему HDR постоянно отключается. HDR, включаем HDR. Но HDR он декодирует, это прям вот факт. Не, HDR постоянно выключается. Ну ладно, есть как есть. В общих настройках есть язык, есть поддержка русского, украинского, есть английский, очень много разных в принципе языков, и в системных у нас только обновление системы, восстановить заводские настройки. Больше ничего интересного для нас нет. Поэтому предлагаю сразу начать с качества изображения. Он не поддерживает диски exFAT, вы это должны понимать, только NTFS. Давайте, где там наши картиночки Бурош, и поехали проверять по стандартам, да, каким-то. Ага, вот видите, у нас с вами можно выбрать только какую-то галерею. У нас есть Overscan. Говорю сразу, давайте вот я снимаю, буду снимать дополнительно, чтобы вы видели, как это все выглядит. Overscan есть на пару пикселей, но, скорее всего, для избежания линзирования сделали. Теперь дальше. О, слушайте, он откалиброван. Он реально откалиброван прям с завода, и контраст, и яркость хорошо сделаны. Я бы чуть-чуть с контрастом поиграл. Ну, камера не передаст, но в принципе он откалиброван. Девушки выглядят отлично. Смотрите, все достаточно природно, естественно. Основные цвета, давайте по амбиенту смотреть. О, какой амбиент эффект прекрасный. И черный, и белый заливает, и желтый, смотрите. То есть вообще отлично. Вообще отлично. То есть у него достаточно классная яркость для того, чтобы перекрывать комнату. Чуть-чуть надо докалибровать. При том, что я вам показываю, мы в освещенном помещении сидим. То есть у нас не выключено освещение. И в принципе это действительно, хотя нет, слушайте, ну заводская калибровка действительно неплоха. И квадратики видны, то есть и при том, что мы можем калибровать проектор. Мы можем его калибровать прямо на ходу. Не, надо чуть-чуть докалибровать. Ну сейчас мы нажмем вот так вот. Вот так вот. Давайте изображение и пользовательский. Я вам объясню. Мне тут надо чуть-чуть с контрастом поработать. Оп. Видите, как квадраты нижние проявляются, градации. Раз, 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 раз. Ну тут где-то минус. Да, вот он. Вот отлично. Сейчас я вам покажу поближе. Вот видите, начали проявляться градации. Вот это вот правильно настроенный контраст. Чуть-чуть его надо увеличить. Должны первые пропасть. Вот он, правильно настроенный контраст. 32, да, стандартная калибровка любого проектора. В принципе, по своем. Хорошо, давайте дальше. Посмотрим, мне сейчас яркостно-контрастный анализ еще пройдет. А ну смотрим. Здесь сейчас нормально. В сером отлично, в синем отлично. Ну камера, конечно же, не передает камера. О, вот так вот вообще отлично. В зеленом суперово, в красном тоже отлично. Слушайте, ну действительно неплохо. По линзированию, вот это вот я же говорил, жуки, они избегали линзирования, просто-напросто уходя в небольшой оверскан. Это вот что есть, то есть, я обязан про это сказать. Но это обычно не влияет, то есть вы этот один пиксель на границе не увидите. Чистая Full HD матрица, девушка выглядит отлично, и птички. В качестве презентационного он, конечно же, подойдет. Сейчас я найду шрифты. Смотрите, у нас разборчиво читаются десяточки. Десяточки, если напрячься, можно восьмерки прочитать. То есть он в качестве презентационного отлично подходит. Слушайте, ну в качестве, по качеству отображения вопросов нет. Калибруется, все супер. Амбиент эффект хороший. Давайте посмотрим по качеству воспроизведения видео. Во-первых, давайте HDR ролики. Мне интересно
вот все-таки у нас есть с вами режим HDR, который постоянно выключается почему-то. Вот, воспроизводится ролик. Он действительно просто нереально красиво воспроизводится. Давайте включим настроечку и попробуем. Вот, видите? Все, мы нашли. HDR включается. HDR включается, когда воспроизводится ролик. То есть адаптивный HDR работает. Здесь сейчас HDR. И выглядит это действительно потрясно. Очень красиво воспроизводится ролик. Очень прям, знаете, вот он декодирует, мощности хватает. Ну, давайте, допустим, там какой-нибудь Samsung Wonderland. Это тоже очень красивый ролик. Это очень красиво выглядит. В реальности классно. Слушайте, ну, у меня вопросов по качеству изображения нет. По мемсу достаточно тяжело вообще понять, по мемсу, что вообще происходит. 24 кадра нативных нет. Сейчас будем пробовать, не знаю, в YouTube будем пробовать, а что делать? Начинаем воспроизводить наши YouTube видео. Это те, которые мы записывали для тестов. Это HLG видео. Сейчас растормозится. О, слушайте, выглядит он просто классно. Ну, HDR он увидел. А звук, слушайте, я сейчас тестирую звук. Сейчас громкость мы отрегулируем. Он очень громкий и очень басистый звук. Звук прям очень отличный. Воу. Слушайте, ну прям как у хорошего телевизора, я вам серьезно говорю. Прям очень хорошо. Давайте я тише сделаю чуть-чуть. Очень громкий, звук действительно объемный такой. Слушайте, прям надо прикручивать. Он очень-очень громкий. И прям слышно, как басовая диафрагма отыгрывает. Мне интересно на текущий момент по изображению. Он определяет HDR. Да, HDR в YouTube ловит. При том, что... ну давайте сейчас посмотрим, декодирует ли он HDR в реальности. Сейчас играет 4К HDR. Да, YouTube видит HDR. И мы видим, что у нас VP9.2. Блин, ребят, да отлично. Стартовые дропы не смотрите, они остановлены. Это когда я переключаю интерфейс самого проектора, так может быть. То есть, но дропов как таковых нет. 4К 60 FPS он отыгрывает. Ну давайте смотрим. Ну, AV1 кодек он не съел, говорю сразу. Есть стартовые дропы, но при этом проигрывает в HDR. В HDR проигрывает, все отлично. Слушайте, а что AV1 кодек? Нету. Очень плохо, очень плохо. Но HDR просто топовый. А давайте сейчас попробуем Япония 8К. Ну неужели нет? Нет, к сожалению, я включил Японию 8К. Это ролик, который изначально должен быть в AV1, он только в AV1. Он его в VP9 конверснул, нет. Но по YouTube вопросов нет. Проигрывает шикарно, без дропов, без ничего. И вот на внутреннем плеере он просто охренителен. У него есть App Store, из которого можно установить те же самые Google сервисы, Google приложения, как мы видим. Google Play Store, Miracast можно установить, AIDA 60, ну это AIDA 64 у меня установлено. Это такой сторонний App Store. На Netflix, не смотрите, сертификации тут нет, чтобы вы понимали, ее просто физически нет. Есть ТВ-кастинг, ну сейчас посмотрим, что у нас. Ага, сканировать для проекции экрана. Ну давайте попробуем сосканировать для проекции экрана. А ну-ка. Ага, тут надо приложение скачать, твою налево. Знаете, что самое интересное? Через приложение кастинг это не самая удачная идея. Вот, включил вам запись экрана, и смотрите, у нас есть здесь варианты передачи. Можем наш экран кастить, а можем кастить, знаете что? Ну давайте попробуем что-то из альбома. Давайте попробуем что-то из альбома закастить. Это я... в маске Стэтхэма. Да, слушайте, это все работает. Вот машину, короче, если кто хочет, может купить машину. Один мой товарищ продает. Или пауэр-станции. Все, это пауэр-станции, все отлично. Ну, вот такую вот картинку сейчас красивую. Слушайте, ну это работает. Видео сейчас какое-то. Давайте вот еще машину. QX60. Слушайте, он прикольно. Он не просто экран, допустим, кастит, да? Мы можем закастить с вами Play Store. Мы можем закастить вот просто, да, там экранчик. Слушайте, ну, неплохой кастинг. Слушайте, ну и даже можно использовать как беспроводную камеру. Смотрите, вот он я. Вот он я. Прикол. Ну, задержка, конечно. Ну да ладно. Да ладно, слушайте, класс.
Так, конечно же, отдельным пунктом у нас идет PlayStation 5. Чуть донастраиваем. Потому что я хочу посмотреть, как он реагирует, его задержки. Ага, да, так как HDR. Ну, здесь, наверное, тоже внешнее устройство. Надо HDR включить. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем, как это выглядит. Слушайте, он очень быстро работает. Да, HDR работает, MEMS работает. Хорошо, давайте попробуем посмотреть про сигнал. Давайте экран и видео. Информация про HDMI. Смотрите, VRR нет, HDR поддерживается. Частоты до 24, 25, 30, 50, 60. Видите, не пишет про 120, конечно, частоты без HDR, но 120 он реально держит. Хорошо, хорошо. Ладно. Это прикольно. Давайте теперь замеряем задержку. Слушайте, вообще, посмотрите, какая яркость. Яркость просто невероятная. А? Звук классный. А ну. Слушайте, ну играть прикольно, а. Так, лисичка сейчас ко мне идет падать в колени. Не-не-не, обходи, обходи. Как ты? Блин, звук надо тише делать. Очень громкий, а. Так, смотрите, как замеряется. Сейчас лисичка ставит секундомер. Нет, ну куда ты в центр, я ж не вижу. И у него должна быть реакция на касание. То есть он должен прыгать по реакции на касание. Есть. Ну, результат вы видите на экране. То есть мы все это в замедленной съемке потом считаем миллисекунды. В принципе, я вам скажу, я сразу могу сказать, задержка не критичная, она есть, но она не критичная. В принципе, если отключить постобработку по типу MEMS и тому подобное, она еще уменьшится. Поэтому можно играть. Я бы рекомендовал его для PlayStation. И увлекся игрой. Да, и увлекся чуть игрой. Так, ладно, поехали дальше. Слушайте, один из самых интересных и адекватных проекторов. Также он может работать как Bluetooth к динамик. Кстати, смотрите, мы заходим и можем, в принципе... А ну, давайте посмотрим. А ну, сейчас выбираю Bluetooth, найду его, подключу. Так, новое устройство, подключение, проектор 9287, есть такое. С его колоночками, я думаю, что это нормальный вариант, кстати. А ну, сейчас. А хотите прикол? Я вот вам делаю сейчас скриншот. У него есть HD кодек AAC. Это даже не SBC, это HD кодек AAC. И он выключает экранчик. Сейчас мы попробуем что-то воспроизвести. А ну, сейчас громкости добавим. Слушайте, ну по звуку он классный. Он реально классный. Нет каких-то искажений по углам. Слушайте, очень громко, очень приятно. А ну сейчас. Как у хорошего телевизора звук. И он, видите, ты отрегулировал, раз он выключился. Звук как у хорошего телевизора, действительно, слушайте. Ну, тут как бы хорошо. У меня тоже вопросов нет. Что еще тестировать на данном проекторе? Конечно же, внешние какие-то моменты. Слушайте, а давайте попробуем на YouTube, будет ли MEMS работать. Вот это вот интересно. А вот он, 24 Motion FPS тест. Сработает ли... Слушайте, на нем MEMS работает. На нем MEMS работает, они плавные. MEMS работает. Реально работающий MEMS. Вот так вот. Вот так вот. И он с ним справился. Не идеально, скажу я вам, но джаддера как такового нет. Ну, я не знаю, камера у меня просто 60 Гц, и оно, скорее всего, будет у вас рассинхронно, но MEMS работает. MEMS работает. Ладно, хорошо. Давайте пробовать с внешнего устройства, потому что тут есть уже нюансы. Так, смотрите, я на Mi Box. Он принял сигнал 24 кадра, 4К 60 Гц, и это еще не все. Смотрите, разрешение он может есть 120 Гц 1080p. И он 120 Гц понимает. Прикиньте. Это очень хороший сигнал. Он понимает HDR с наружного источника, но есть одно но. Он не декодирует сигнал с наружного источника HDR. Мы сейчас включим то же самое видео.
А, кстати, давайте сразу MEMS с внешнего источника. Да, отлично, MEMS работает при любом раскладе. А ну. Да, джаддера практически нет. Мне интересно, как работает Magic Forest. Опа! А вот здесь вот все тускло. Цвета тусклые. При попытке воспроизводить HDR цвета тусклые. Он не декодирует с внешнего источника. Тут такое двоякое. Дело в том, что в принципе-то как таковое и не надо. А ну попробуем HDR включить. Опа! Включили HDR. Оно не пропало. Сейчас попробуем. Блин. Сейчас попробуем. Заходим. HDMI. И смотрим, пропало. Нет, держит HDR. Все, топ. Но надо изначально включить поддержку HDR в настройках. Поняли? Все, он воспроизводит правильный HDR. Да ладно. Да ладно. И звук прикольный, слушайте. Блин, класс, слушайте, вообще отлично. А ну сейчас попробуем, знаете, что хочу попробовать? Я хочу попробовать Netflix включить. Я вам сейчас позаписываю, как пишет. Мы здесь просто проверим, видит ли он HDR наружного устройства. А ну. Да, видит HDR, правда HD дает, потому что все-таки проектор фулка. И хочу вот то же самое записать вам, чтобы вы посмотрели видео реальности, насколько оно держит, он HDR или нет. Сейчас пробуем. Сейчас. Это красиво, это очень красиво. Вот. Это очень красиво. Вот смотрите, вот эти блики солнечные. Звук хороший. Блин, мне нравится этот проектор, определенно. Смотрите, какая красота. При том, что, я же говорю, он в освещенном помещении. Смотрите, блики солнца. Да, определенно проектор хорош. Определенно проектор хорош. При том, что джаддер эффекта тоже нет. Он 24 кадра. MEMS реально работает, и я это могу подтвердить. Ребят, готов пройти прорезюмировать данное видео. В качестве выводов скажу, очень неплох. Очень неплох. Он, кстати, достаточно тихий. В свою очередь могу сказать, меня чуть-чуть взбудоражило сразу момент того, что необходимо для внешних устройств отдельно включить HDR, и он будет работать на постоянку. Но а теперь давайте вот пройдемся по реальности этого HDR. Декодирует? Декодирует. Достаточно ли яркость для HDR? Ну, это сомнительный вариант, потому что это не яркость нит, например, яркость поверхности, либо яркость точек, которые есть в телевизорах. И эффекта, например, то есть это ярко, это красиво выглядит, и эффекта, например, как вот, допустим, там горящая свеча, там именно как источник света, никогда проектор не даст. Да, он будет декодировать. Но дело в том, что также декодируют и там у Янгеры, и тот же самый Tandil TD98, который на текущий момент стоит подешевле, а по яркости он практически не отстает, и там он просто сумасшедший. Мне Tandil TD98, знаете, что самое интересное, хотя здесь и заявляют 4000, но по мне так они вообще вместе, тютелька в тютельку идут, и для меня вот разница небольшая. То, что работает быстрая формула памяти классная, да, согласен. В остальном всем, я вам скажу, классный проектор, рекомендую, неплохо, очень неплохо. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.